culture is still very strong. Like in Italy, you will see this, like these colors, really very popular still in domestic homes and commercial premises. Так, например, в Италии вот эти вот цвета, особенно цвета вот этой группы, никогда не выходили из популярности. Вы очень часто можете их видеть в оформлении квартир, домов, в оформлении общественных учреждений. Many of the colors in this section are taken from 18th century, 19th century properties in UK. А цвета, которые мы видим в нижней части этой палитры, они не такие старые, какие-то из них датируются 18-м, какие-то 19 веком. I should just talk about something else. The colors that we see as historic color is really only the colors of the houses of our kings and queens and dukes and earls. It's not the colors of the common people, because the common people had nothing, actually. Когда мы с вами говорим об исторических цветах или цветах, имеющих исторические прототипы, мы имеем в виду те цвета, которые встречаются в интерьерах дворцов, в интерьерах домов, где проживали члены известных фамилий, знаменитые люди. Потому что на самом деле обычные люди жили в домах с очень бедно декорированным интерьером. Там и не было никакого оформления. Yes, the kings and queens were all related between Russia and Germany and England. They were all related and traveling from house to house in competition for the beauty of their homes. Just like today. А в те времена члены правящих фамилий находились друг с другом в родственных связях в той или иной степени близости, братья, двоюродные братья, и часто ездили в гости друг к другу, хвастаясь, когда они были принимающей стороной, красотой интерьеров своих дворцов. В принципе, с тех пор особо ничего не поменялось. And the copying between each country means that the colors of England are the same as the colors of Germany or Russia. All of the colors evolved at the same time in each country because of this. И вот let me rephrase this. И мы примерно в одну и ту же историческую эпоху наблюдаем появление характерных цветов в культурах различных стран. И вот это вот движение цвета как раз и объясняется тем, каким образом между разными странами перемещались знать и члены правящих фамилий. Yeah, it doesn't mean that our decoration style is the same. It just means the colors are the same. But in Russia you use colors in different combinations than we use in England or in France. Это совершенно не означает, что и интерьерные решения были одинаковыми или копирующими друг друга. Совершенно нет, потому что те цветовые сочетания, которые можно встретить здесь в России, не похожи на те, которые применялись во Франции или у нас в стране. So when people ask to me, are the colors of Russia different than the UK? No, the colors are not different, but the way you use them certainly are. Поэтому вот когда мне задают вопрос, скажите, а в России для декорирования помещений использовались другие краски, отличные от того, что есть в Европе? Я отвечаю, что нет, краски использовались те же самые, просто они использовались несколько по-другому. Okay, so we looked at the first part, it's here, it's the most commercial. Now we're going to look at the second part. This is what I call muted color. Мы с вами посмотрели на первый сегмент нашей палитры, наиболее популярные и часто продаваемые краски. Теперь вторая часть палитры, та, в которой представлены приглушенные тона. These colors are all related. I need to explain in a moment what I mean. But it means that all of these colors contain some umber or some black. It means then they become relations. Особенностью тех цветов, которые вам сейчас представлены, особенность этих цветов заключается в том, что они все так или иначе приходятся родственниками друг друга, если смотреть по их составу. Потому что в состав каждого из этих цветов по меньшей мере входит черный цвет, входит умбра. You can easily understand that these three colors here are really of the very same family. And we think that maybe these are brother and sister, these colors. Вот посмотрите, даже на взгляд
даже невооруженным взглядом можно определить, что вот эти три цвета, например, близко, тесно связаны между собой. Их отношения можно назвать как отношения родственников первого порядка, брат, сестра. But we see here, we can imagine also that this one is part of the same family. А вот смотрите, вот здесь вот у нас clear, huh? есть You can see it. тоже родственник, но дальний. You can see some red, some violet in this one. Вот смотрите, видите, красноватый оттенок, может быть какой-то оттенок сиреневого цвета, но он здесь есть. And I can tell you that any of these colors, or all of these colors, are related in a similar way. So you can make many different combinations in this part of the card with real success. И это, повторюсь, особенность тех цветов, которые представлены вот в этой части нашей палитры. Они все находятся в той или иной родственной связи друг с другом, что позволяет вам сочетать их в различных вариантах, и вы получите приемлемое цветовое решение. We'll talk more about this in a while. Мы чуть поподробнее об этом еще поговорим. And we will talk about not only the brothers and sisters, but also the cousins and the uncles, because they are also in here. Поговорим не только о близких родственниках, но и о дальних родственниках, потому что они здесь все представлены. Okay, the next part of the card is this one. Ну и следующая часть нашей палитры представлена вот такими яркими цветами. Okay, this is now more dangerous ground, because how do we help our customers choose a color from the bright, high chroma colors? Вот с этими цветами нужно себя вести, нужно работать поосторожнее, потому что и с осторожностью предлагать их клиенту. But there are many colors in here which could be really beautiful in the right circumstance. Но, тем не менее, многим цветам, которые здесь представлены, можно найти очень интересное применение при оформлении интерьера, при условии, что они будут правильно использованы. So I give you maybe one example like this color here, Orange Aurora. We know this is on-trend color. Давайте я вам покажу это на примере. Возьмем вот этот цвет, Orange Aurora называется. Очень модный цвет, кстати. But if you show this to your customer like this, you say, okay, I have this really beautiful idea. What do you think? И вот представим себе, что вы показываете клиенту такой It's вариант. impossible I could live with this, eh? Ну, сочетание типа вырви глаз, да? They can't understand it. Не Because будет воспринято, не here there is смотрится. no relation. Look. Просто потому, что вот этот цвет не имеет никакого отношения к этому. But look, if I take this one now, you can see this white. It's in a relation. А вот теперь посмотрите, вот это все еще белый. So be careful when we talk to our Ну, эти customers. цвета связаны. How we put those combinations together makes it acceptable or not acceptable. It's very easy to make the wrong choice just because you had the wrong presentation. То есть вот я что хочу сказать. Мы все еще показываем сочетание вот этого оранжевого цвета с белым. Это все еще белый. Но вариант представления этого клиенту обязательно будет влиять на то, какой выбор будет сделан. И неправильно представив это сочетание, можно сделать неверный выбор. We can also think, maybe we do this or maybe we do this. Опять же, показать-то можно по-разному. Можно показать вот. Now, your customer says, wow, this Можно так, is really nice. It's а можно so, так. because it's contemporary, but it's not staring me anymore. Изменив соотношение объемов цветов. Вот это сочетание по-прежнему выглядит современно и интересно, но оно теперь не так пугает. So when talking about color, think first about relations, second about proportion, because proportion is really important. Когда вы составляете цветовые сочетания и когда вы представляете их своим клиентам, всегда для самих сочетаний подбирайте цвета, имеющие родственные связи между собой, а представляя клиенту, еще думайте о соотношении объемов этих цветов. Okay, we should not forget also this section here. This used to be the section that people would paint to the front door of the house facing the street.